Сегодня я расскажу вам, как правильно реставрировать по технологии ванну. Сегодня вот наш пациент. Мы будем снимать старую эмаль. Она уже давно покрывалась. Здесь очень много сколов, трещин. И нам нужно зачистить этот слой. И потом уже наносить новый. Приступим зачищать эмаль. Итак, мы сняли старое эмалевое покрытие. Это дело очень пыльное, так что будем использовать пылесос. Небольшую сухую уборку, чтобы убрать эту пыль, включаем. Сухую уборку мы закончили, теперь промываем моющим средством. Можете использовать также соду. Сода очень хорошо оттирает и обезжиривает. После промывки берем строительный фен и просушиваем ванну. Вот, дальше мы демонтируем слив-перелив. Демонтировали слив-перелив, посушили ванну. Теперь берем бормашинку и зачищаем неровности, чтобы шпаклевка ровно легла. Добавляем чуть-чуть отвердителя. Заключительный этап – обезжиривать. Обезжиривать лучше не ацетоном, не вайспиритом, а именно обезжиривателем.
Ну и наконец-таки мы приступаем к заключительному этапу. Берем акрил, жидкий наш наливной, вот, и начинаем размешивать материал. А то могут быть плохие последствия. Если не размешать грамотно, то он может там вдуться или потрескаться, или где-то вообще не застыть. Мы смешали акрил, и теперь нам нужно подождать 3 минуты, чтобы весь воздух вышел, чтобы потом не было никаких пузырьков, когда мы будем заливать. Убираем венчик в пакетик аккуратненько, чтобы нигде ничего не попачкать. И в сторонку, чтобы он не мешался. И ждем 3 минуты. Прошло 3 минуты, и мы начинаем заливать ванну. Для этого нам потребуется, в первую очередь, нужно посмотреть снизу, ничего, какая грязь прилипла. Если что-то прилипло, нужно обязательно протереть тряпочкой аккуратненько, чтобы потом в акриле не было никаких вкраплений, темных пятен. Это обязательно. Посмотрели, протерли, все хорошо, все идеально, отлично. Ставим баночку в середине ванны, берем стаканчик 0,5 пивной, продается в принципе в каждом магазине. А в слив вставляем маленький стаканчик 0,25. Всем знакомый стакан. Приступаем заливать ванну.